Это самый дорогой игровой коврик. На данный момент он обойдется примерно вам в 12 тысяч рублей со всеми доставками и нынешним курсом. Что же в нем уникального за такие деньги? Я играю на нем уже с сентября, и мне есть что сказать. Но перед этим давайте я расскажу небольшую предысторию. На моем канале мы уже рассматривали стеклянные коврики, а также успели глянуть не на самый удачный вариант гибрида ткани из стекловолокна. И если коврик от мошенников мне не очень зашел, то вот стеклопады вдохнули новую жизнь в мой стандартный сетап. Тем более, когда ищешь что-то быстрое, даже очень быстрое. Однако со стеклом есть некоторые минусы, которые очень сильно мешают комфортной игре. Давайте как раз поговорим про них, вернувшись к герою данного ролика. Приветствую, мои золотые, с вами Лиман Маклайм, и сегодня мы поговорим об одном из самых интересных ковриков этого года. На данный момент он также является моим самым дорогим ковриком, который у меня есть. И он является самым уникальным ковриком, что у меня вообще был. Уникальность же коврика состоит в его гибридности, причем без стекловолокна, как это бывает. Здесь используется технология соединения тканей со стеклянными шариками, которые сверху покрываются пленкой. Такая поверхность дает скорость наравне со стеклопадами, но благодаря мягкой подложке у Шиденкая отсутствует жирный минус всех стеклопадов. Его не нужно каждый раз протирать от пыли. Все частицы просто проваливаются в мягкой подложке, поэтому они не шкрябаются между глайдами и поверхностью коврика. Да и сама пленка собирает куда меньше грязи. Ну что, смог вас удивить существованием такого коврика? Ставь по классике лайк, если хочешь такой же коврик. И обязательно досмотри видео до конца, потому что в конце я расскажу вам, как можно выиграть данный пад. Итак, как же ощущается данная поверхность? Если говорить про текстуру, то она очень похожа на кожу, да, вы не ослышались. Реально есть чувство, будто вводишь рукой по коже, на которую вдобавок сверху посыпали присыпкой. Также отсутствует холод в первые минуты использования коврика, в отличие от стеклопадов, а сама поверхность красиво переливается на свету. Вообще такую поверхность сложно с чем-то перепутать, особенно на Xsoft подложке, которая является самой мягкой у японцев. Пишите в комментарии, если вы хотите узнать подробнее про мягкость подложек у артизанов. На Шиденкае V2, кстати, Xsoft ощущается чуть тверже, чем на том же Рейдене, про который уже был ролик на канале. Это происходит из-за твердой ткани со всеми ее стеклошариками под пленкой. При этом грызуна легко можно вдавить в коврик для дополнительного контроля. Ощущение же подушки при этом отсутствует. А что по глайду на Шиденкае? Скольжение у данной поверхности невероятное, сопротивление отсутствует напрочь. Если бы не обсидиановые глайды на моей мышке, которые отвечают за большой контроль, я не знаю, как бы останавливал свои движения. Такой скорости и гладкости вы вряд ли получите на тканевых ковриках. При этом за счет некой присыпки сверху рука не так сильно прилипает к поверхности, но только первое время. Я рекомендую играть с рукавом, так точно не будет ограничений для скольжения мышки. Кстати, еще в отличие от стекла на Шиденкае глайды живут дольше, ведь здесь очень гладкая и мягкая поверхность. И что же это получается? Коврик имеет скорость и поверхность схожие с характеристиками стеклопадов, но при этом у него подложка как у тканевых ковриков. Это что получается, идеальный коврик для любителей сверхскорости? Все не так однозначно, у коврика есть минусы. Сначала я отвечу на ожидаемый вопрос, а в чем отличие второй версии от первой? Для начала скажу, что я лично не сравнивал версии лоб в лоб, так как первый Шиденкай продавался давно, и его тяжело сейчас найти в таком же почти нулевом состоянии. Однако со слов пользователей первой версии и некоторым данными из Твиттера, можно точно сказать, что вторая версия Шиденкая просто стала более износостойкой. Например, мой экземпляр живет уже с сентября, и ему хоть бы хны, но никто на данный момент не может дать гарантий, когда та самая пленка сверху может начать трескаться.
Так-то при таком раскладе некоторые просто отрывали целиком пленку и начинали пользоваться ковриком как хиеном, но все же будет обидно за 12 тысяч рублей получить такой результат, не правда ли? Тогда что можно посоветовать по уходу? Я думаю, его точно не стоит стирать и складывать как попало. Тем более за счет пленки коврик легко можно протереть влажной салфеткой, либо влажной микрофиброй от какой-то грязи, пота и прочего. То есть по сути ухода здесь требуется как за стеклопадом, пускай есть нюансы в способе хранения. Посмотрим, как коврик покажет себя еще через какое-то время. По остальным аспектам качеству коврика не докопаться. Строчка прошита отлично, подложка кайфовая, доставляется разложенным в конверте. Цвет, кстати, мне навевает французский бренд Hermès. Да, у этого бренда также есть коврик, он стоит 400 баксов и он из натуральной кожи. Но это все-таки не игровой коврик. А вот артизан Шиденкай, по-моему, это реально Hermès здорового человека. Также есть еще два цвета. Это черный и белый. Кому вообще может подойти данный коврик? Для тех, кто хочет получить максимальное ощущение плавного скольжения, не переходя на стекло, где подложка слишком твердая, а поверхность собирает больше пыли и шкрябает ваши глайды. Также этот коврик подойдет в первую очередь тем, кто играет быстрые динамичные шутеры по типу MV3, Overwatch и подобные, где преобладает трекинг. В аим-тренере мне лично очень нравится трекать на нем, а также играть в сценарии таргет-свитчинга. Статика и кликинг хромают, конечно, но если наловчиться, то за счет иксов подложки можно и здесь отлично себя чувствовать. Из альтернатив я могу, наверное, вам только предложить те же стеклопады, либо eSports Tiger Wuxiang 2, либо же что-то из кордуры. Но это все равно не будет близко похоже на Шиденкай V2. Ну а теперь самое вкусное. Данный коврик можно будет выиграть у меня в розыгрыше, ребята. И условия довольно простые для тех, кто действительно хочет получить данный коврик. Это подписаться на мой Бусти и оформить второй уровень подписки под названием Mr. Golden. Не перепутайте, ребята. Также подписаться на мой YouTube канал и вступить в Discord сервер Secret Shop. Это мои товарищи, у которых вы всегда можете купить артизаны по вкусной цене и заказать девайсы из Европы. Все ссылки в описании. Всем удачи, ребята! Что бы я хотел сказать в заключение. Этот коврик точно является лучшим исполнением гибрида между стеклом и тканью, и он точно останется у меня в коллекции так же, как и Raiden. Не всем его могу советовать из-за цены, пока неизвестной износостойкости и скоростных характеристик. Но если вы охотитесь за супер быстрыми ковриками, не стеклом, то обязательно попробуйте Шиденкай V2 и следите за появлением коврика на сайте у японцев, так как первую партию уже раскупили. Вот такие дела, пишите, что думаете вы про Шиденкай. И да, раз обзор уже вышел в декабре, то идеальной датой я считаю 24 декабря. Так сказать, коврик станет новогодним подарком для одного из вас. А все ссылочки на мои соцсети в описании. С вами был Лиман Маклайм. Пока!